Привет, я Катя, я фотограф и дизайнер ювелирной марки «Лето». Сегодня я собрала небольшую подборку мест силы моих личных, в которых мне красиво, интересно, где люди, которые сами что-то создают, и таким образом у нас происходит какой-то энергообмен. Надеюсь, эта подборка вам понравится. Chill and Heal — это студия массажа и йоги, где проходят практики для тела, я бы сказала, что для души тоже. Место нашлось, мне кажется, супер быстро. Просто я прошла как-то мимо и поняла, что я больше нигде не хочу, кроме как здесь. Собрали просто команду классных людей, которые реально профессионалы в своем деле. Основное — это массаж. И плюс у нас проходит йога, занятия для здоровой спины, нидра, тибетские чаши, медитации. Конечно, основной акцент — это различные виды массажа и расслабления. Если вы хотите перезагрузиться или отдохнуть после тяжелого дня или насыщенной недели, то приходите в Chill and Heal, и вы точно подберете для себя какую-то подходящую классную практику. С порога ты понимаешь, что внутри все сделано с душой, продуманы все материалы, начиная от покрытия, по которому ты идешь босыми ногами, до арома масел, которые ты ощущаешь в воздухе. Наше пространство «Ля Апартман» — это концепт-стор, и нам близка эстетика минимализма. Наше основное направление — это скандинавский дизайн. Мы здесь представляем предметы интерьера, предметы мебели, одежду, украшения, парфюмерия и предметы искусства. Наша аудитория — это такие эстеты, как правило, они много путешествуют, у них есть такая большая насмотренность, у них довольно-таки взыскательный вкус. Как раз в этот момент, когда люди вынужденно сидели дома, они поняли, насколько важно, что дом — это вот не какой-то там перевалочный пункт, а это место, где человек живет и где ему хочется, чтобы ему было комфортно, чтобы ему было красиво, чтобы ему было хорошо. Это Миша, мой хороший друг и партнер по украшениям. Первая коллекция получилась архитектурной, поскольку у Кати архитектурное образование. И мы поняли, что, наверное, вот здесь мы зацепимся, и что мы будем про архитектурность украшений. Пандемия стала для нас моментом, когда мы разработали нашу концепцию на несколько лет вперед. И мы поняли вообще, куда мы хотим двигаться, что мы хотим делать, кем мы хотим стать. Вот какие-то такие глобальные вещи мы решили как раз в период пандемии. Как творческий человек, который очень любит что-то создавать непосредственно руками, я получаю огромный кайф вот именно от соприкосновения с глиной, с шамотом. Это такой специальный материал. Понимаю, что я ухожу в этот процесс как в какую-то медитацию. Студия существует уже 7 лет. И выросла из хобби. Мы работаем с известными довольно в Москве рестораторами, то есть мы делаем посуду для ресторанов, и остальная аудитория — это люди, которые хотят красивого быта каждый день. Сейчас довольно много мастерских нашего масштаба, да, и более маленьких, каких-то камерных. И, конечно, у каждого есть свой стиль, у нас он тоже есть. И в этом наше преимущество, что у нас есть определенные, сложившиеся годами уже серии, которые очень хорошо работают. Плюс мы постоянно развиваемся, то есть мы не стоим на месте, у нас очень крутая команда из профессионалов, и мы постоянно расширяем наш ассортимент. Мы можем предложить очень много для заказчика. Расскажи про вот эту тарелку. Ты про нее много пишешь в социальных сетях, и я в нее прям влюбилась. Во время карантина мы создавали новую посуду. То есть, чтобы как бы не терять время, мы застыли немножко в производстве, в работе с ресторанами. У нас появилось время для творчества. И нам хотелось создать серию посуды, которая будет кардинально отличаться от того, что мы делали раньше.
Вот этот боул, или как это лучше Это называется? на самом деле бол, да, ну, то есть круглая форма, тоже очень популярная среди ресторанов, и для дома ее тоже берут. Очень удобно. Она в сыром виде, то есть здесь глазурь, но она еще не обожжена, да. Вот как раз для этого мастерская и открыта, то есть можно прийти абсолютно любому человеку без опыта, просто переключиться на какой-то созидательный процесс. Я по натуре гедонист, который очень любит вкусно и красиво поесть. И я постоянно отслеживаю какие-то места и рестораны, которые открываются в Москве. И в какой-то момент я сохранила свою собственную подборку ресторан «Узора». Он находится на Краснопресненской набережной. Хочу сказать, что помимо интерьера в этом ресторане реально вкусно. По своей сути этот ресторан супер малобюджетный. Появляются, правда, какие-то уникальные решения, что ты просто, может быть, раньше и это было и не заметил, потому что ты воспользовался бы готовыми решениями, да, кому-то обратился бы. А тут только ты, маленький бюджет и команда, у которой горят глаза. Ты ничего не можешь сделать, кроме как делать. Здесь вся мебель — это ресайклинг. Когда-то я Денису рассказала, что у меня был такой вызов к самой себе, и просто интересно было бы какое-то маленькое помещение, если я зайду, его распишу, и все, а вы потом там сделаете маленькую кофейню или еще что-то. И тут вот эти узоры, и все вокруг этой философии складывалось. Потом нам начали люди дарить, нам ребята из уклада подарили столешницы. У нас диван пришел без ножек, мы его поставили на банки из-под краски. Сейчас мы постепенно обживаемся уже под стульями даже иногда. Но да, действительно, это все какое-то переработанное. Я вначале сопротивлялась там, например, каким-то складам закрывшихся ресторанов, но я была глупая, и это очень правильная такая экономия всего. Поэтому нам нравится изобретать из этого всего. Достаточно большим количеством гостей я здесь познакомился, и они говорят, нам это нравится, потому что больше нигде такого не встретишь. То есть им нравится эксклюзив. Поэтому мы не ориентируемся на целевую аудиторию, мы ориентируемся на отклик человека. Кухня узоров — это была именно такая комфорт-фуд еда, более доступная для вкуса, то есть это простые ингредиенты и минимальное количество ингредиентов в самом блюде. Мы можем менять меню там, каждую неделю, каждые 2 недели. Это все зависит как раз от продуктов, от вдохновения, от того, что происходит в зале, атмосферы. То, что, допустим, Даша делает, привозит новую картину, мы смотрим на эту картину и как-то вдохновляемся как раз этой штукой, и нам приходят какие-нибудь идеи. Ребята, я вам советую попробовать и начать ужин с хлеба. К хлебу мы подаем масло, которое мы слегка взбиваем, добавляем туда немного креветочного биска и посыпаем пылью из белых грибов. И начать с таких легких стартов. Это у нас идет паштет из куриной печени с вареньем из фейхоа. Также немного черпануть хумусом из батат. Мы запекаем батат, добавляем немного нута и пасту тхини, подаем с лепешками роти парата. Это индийские лепешки. Тартар советую замешивать и также кушать с хлебом. Тартар у нас идет с олениной, жилками, гелем из жилков. Мы слегка их отсаживаем и заправляем на основе трюфельного масла и соли с перцем. То есть такая более классика. Из горячего и основных блюд я советую вам попробовать как раз лопатку, которую вы уже попробовали. Попробовать осьминога. Осьминога мы подаем с печеным романо. На тыпане мы слегка его обжигаем, чтобы закрыть его. Он получается слегка хрустящий, но уже полуготовый. Посыпаем слегка орехами и подаем с осьминогом. Ну что, сегодня я побывала в нескольких своих любимых местах и вдохновилась не только атмосферой и эстетикой, но и людьми, которые стоят за этими проектами. И я надеюсь, что вам оказался близок мой подход. Близок подход окружать себя красотой, быть открытыми и узнавать людей лично.